Приветствую вас на канале Star Life TV. В этом видео я расскажу о политических намеках и возможных предсказаниях в новом клипе Моргенштерна на песню «12». 14 марта 2022 года скандально известный рэпер Моргенштерн представил премьеру клипа на песню «12». Ролик всего за 2 суток набрал более 6 миллионов просмотров и занял первую позицию в трендах Ютуба. Новое творение Алишера дает прямую отсылку к нынешней ситуации на Украине. Певец символично показывает, что на самом деле там происходит и кому все это выгодно. Кроме того, в клипе могут присутствовать элементы прогнозного программирования на события ближайшего будущего. В конце ноября 2021 года Моргенштерн покинул Россию и обосновался в Дубае. Причиной тому стали обвинения главы Следкома РФ Александра Бастрыкина в торговле запрещенными веществами через соцсети. Находясь за границей, Алишер продолжает записывать новые песни и снимать клипы. Сейчас артист не смог остаться в стороне от самой обсуждаемой темы. Его новое творение посвящено ситуации между Украиной и Россией, а также ближайшему будущему обеих стран. Для начала рассмотрим символизм названия песни. Сам Моргенштерн говорит, что посвятил трек своему младшему брату, которому исполнилось 12 лет. На деле же за этим названием может скрываться совершенно другой смысл. 12 дает отсылку к одноименной поэме Александра Блока об Октябрьской революции. Также число 12 – это полночь, некая граница, рубеж завершенности и начала, смерти старого и рождения нового, символ цикличности и неизбежности перемен. Таким образом, название песни Моргенштерна может намекать на повторение событий 1917 года. То есть на возвращение Советского Союза и установление железного занавеса со всеми вытекающими из этого последствиями. На первых секундах клипа мы видим открытый автомобиль, стоящий напротив стены с надписью на английском языке, которая переводится как «Заключите мир». Снизу можно заметить буквы «Ю» и «Р», что дает отсылку к названию стран Украины и России. На заднем плане стоят люди, размахивающие флагами и транспарантами. Из всех табличек можно разглядеть только одну. На ней изображен Пацифик, международный символ мира. Изначально этот знак был создан для британского движения за ядерное разоружение. В свете последних событий многие боятся применения ядерного оружия. Акцент на символе Пацифика может быть своеобразным намеком на то, что подобные опасения не напрасны. На переднем плане стоят 4 мужчин в костюмах и масках с красными галстуками. Они могут символизировать теневых правителей мира, ответственных за все происходящее на Украине. Начинается песня Моргенштерна с фразы Дмитрия Гордона в адрес российских солдат, сказанной в эфире телеканала «Дождь». Она полностью состоит из ненормативной лексики, а потому обойдемся без ее цитирования. Суть ее заключается в том, что русским следовало бы уйти с украинской земли. Уже сам факт использования этой фразы дает понять, что Моргенштерн явно не поддерживает Россию. В то же время он прекрасно знает об играх элит, а потому принятие им одной из сторон говорит о выполнении определенных задач по разделению народов. Алишер показывается сидящим в салоне дорогого автомобиля. Все машины рядом с ним разгромлены. На автомобиле рэпера при этом нет ни царапины. Это символично показывает, что страдает от всего происходящего только простой народ. Представители мировых элит никак не ощущают на себе последствия санкций, военных действий и мирового кризиса. Моргенштерн в данном случае как раз-таки и сыграл равнодушного олигарха, коим он отчасти и является на самом деле. Подтверждают все это слова песни. «Большие дяди отправят на бойню, дядям всегда был». В середине клипа к машине Моргенштерна подбежала женщина с ребенком. Она начала стучаться и просить о помощи. Однако певец лишь поднял стекла окон, сделав вид, что не замечает людей. Все это еще раз показывает равнодушие элит к проблемам простого народа. На женщину и ребенка наставляется пистолет, после чего на машину летят брызги крови. Желтая машина в крови на фоне голубой стены дает отсылку к флагу Украины и всему происходящему в этой стране. Образы клипа явно показывают, что из-за всех политических разборок невольно страдают мирные жители. Помощь же им никто оказывать не собирается. В тексте песни присутствуют строчки, указывающие на бедственное положение России, в котором она оказалась из-за спецоперации. В частности, Моргенштерн говорит о резком росте цен. «Эти караты на мне, теперь они стоят в 2 раза дороже».
Чуть позже он поет о том, что рубль потерял свою цену. Рубль оставили в прошлом, теперь только доллар и евро. Отдельного внимания в песне и клипе заслуживает тема свободы слова в России. Мы видим, как к машине Моргенштерна подбегает мужчина и пытается написать на стекле фразу на английском языке «нет войне», которая сейчас в нашей стране запрещена. Однако он успевает написать только слово «нет», так как за ним гонятся полицейские. На фоне всего этого Алишер поет следующие строчки. «Эй, вроде уехал давно, все так же пугаюсь, когда вижу копов». Все это показывает, что в России полиция борется не с реальными врагами, а с теми, кто высказывает свое мнение, отличающееся от официальных источников информации. Чуть позже Моргенштерн поет о том, что его брат, которому исполнилось 12 лет, вырос не в России, а потому его не научили бояться. Как хорошо, что он рос не в России, его не учили бояться. Малому сегодня 12. Ближе к концу клипа к машине подбегает толпа людей. Все они начинают стучать в окна и просить о помощи. Моргенштерн опять-таки никак не реагирует на них. Когда толпа отступает, можно заметить, что на стекле стерлась буква «О». Оставшаяся буква «Н» напоминает перевернутую «З», являющуюся символом спецоперации. Таким образом, вместо недописанных слов протеста появляется знак официальных властей. Вся эта сцена символично показывает, как в России устраняются неугодные мнения. В финальном эпизоде к Алишеру подходит Владислав Палагин в футболке с надписью «Прими свои таблетки». Эта фраза дает отсылку к популярному в соцсетях мему. Начиная с 2019 года он использовался для оценки действий глав России и Белоруссии. Парень подносит к Алишеру смартфон и дает прослушать голосовое сообщение от своей мамы, которая рассказывает о том, как прячется в бомбоубежище на территории Украины. На финальных кадрах мы видим титры, в которых Моргенштерн призывает к миру и свободе творчества. В целом в клипе Моргенштерна ощущается явный настрой против официальной позиции России. Однако сложно сказать, действительно ли Моргенштерн переживает за украинский народ. Судя по прошлым интервью, Алишера интересует исключительно собственное благополучие. Я занимаюсь своей жизнью, а на жизни других людей и общества в целом мне, увы, господа, все. Я занимаюсь только своей жизнью. С учетом того, что в России на Моргенштерна завели уголовное дело, а также конфисковали часть имущества, несложно проследить его личные мотивы. Выступая против России и переманивая на свою сторону поклонников, он в очередной раз способствует разделению народа. Хайповая тема при этом помогает Алишеру держаться на волне популярности. В то же время в клипе присутствуют действительно глубокие и символичные сцены. Это прежде всего касается положения простого народа, судьба которого совершенно не заботит представителей мировых элит. Также очень важна тема свободы слова, а точнее ее отсутствие, когда за неправильное мнение можно получить точно такой же срок, как за убийство. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.